Добро пожаловать, Джоан. Слово тебе. Здравствуйте. My name is Joan. I am a recovering debtor, business owner, and under-earner. Привет всем, меня зовут Джоан, я выздоравливающий должник, бизнес-должник и недозарабатывающий. I'm going to talk a little bit about my experience with service, both in recovery and then specifically in DA. Я сегодня проговорю немножко о служении, в моем выздоровлении и конкретно в АД. I started in DA in January of 2006, but I started in my first recovery program in January of 1991. Да, у меня в первой моей программе я начала в 1991 году, а в анонимных должниках я пришла в январе 2006 года. In DA, they say that the credits don't carry over from other programs, but I personally believe that they all count towards your recovery degree. В АД говорят о том, что значит, выздоровление из других программ не переносится автоматически на выздоровление в АД. Тем не менее, я верю в том, что мое выздоровление, оно улучшило качество выздоровления в АД в другой программе. I would say that service is the foundation and the backbone of all recovery programs. Я хочу отметить, что это служение, это, по сути, скелет и фундамент для выздоровления в АД. And the first service I performed was as being a newcomer at the meetings. И первое служение, которое я получила в АД, это было служение новичка на группе в АД. We're here to support the newcomer, the still suffering debtor. So my showing up as a newcomer was actually a service. And it helped me embark on a journey of recovery that saved my life. Ну, так как наша основная цель – это, значит, обращаться к людям, кто еще страдают, то есть тем самым, что я явилась как новичок на группу, позволило выполнить эту цель таким способом. Это было первым моим служением для того, чтобы, в общем-то, я смогла в дальнейшем, и другие люди смогли в дальнейшем выздоравливать. When I was going to my first meeting once a week for about 9 months, I hit a crisis point. Когда я начала ходить на мою единственную группу один раз в месяц на протяжении 9 месяцев, я столкнулась значит, с своим дном, критическим моментом. I live on a small island, and there were only 2 meetings, so I started going to the second meeting as well. В тот момент, так как я живу на небольшом острове, у нас было всего лишь две группы, и я стала ходить на вторую группу тоже. And I stepped up to service in both of them. I started chairing the meeting in the first one, and I started being treasurer in the second one. В обоих я получила служение. В одной, значит, я получила служение казначея, а во второй ведущей группы. Being chair both gave me a reason to come to the meeting every week, but also reading the script let those words of wisdom sink in. Тем, что я служила ведущей, мне помогло присутствовать, во-первых, на группах, во-вторых, читать текст, и этот текст стал глубже в меня проникать, проходить, соответственно, и просачиваться в меня. And being treasurer of the other group helped me step up to responsibility. Став казначеем другой группы,
мне это помогло получить ответственность и вступить, так сказать, в ответственность за группу. Being of service helped lift my focus out of my problems and the things in my life that I was powerless over. Сфокусироваться на на служении позволил мне именно фокус на выздоровление, на мое персональное выздоровление и вот получить вот этот вот фокус на это. 5 минут. 5 minutes. Okay, so so then I found a sponsor, went through my fourth step, which propelled me to step up to being a group rep for that first program. Да, и скажу так, что это служение привело меня к ситуации, что вот со своим спонсором, которого я нашла в программе, мы пошли на 4-й шаг, и на 4-м шаге я уже стала представителем от этой группы во всемирном сообществе. И это усилило мое выздоровление. I also started a third meeting on the island because I found that I needed at least 2 meetings a week to maintain my serenity and 3 meetings a week or more if I was in crisis. Я также начала 3-ю группу на этом острове, потому как 2 встречи в неделю мне необходимо было, чтобы сохранять устойчивое состояние, когда я в душевном покое. А когда в кризисе, мне понадобилась 3-я группа, вот я ее создала. And then I hit a plateau and really needed to find another program and came to the doors of DA. Потом я поняла, что я нахожусь на плато, вот, и мне нужна еще одна программа. Вот тут я постучалась в двери АД. My first 3 years in DA, I just went to meetings, but I didn't do any service. Первые 3 года в АД я только ходила на группы и ни разу не брала служение. The tools of the program just flew over my head. Мои вот, инструменты программы просто пролетали мимо меня, мимо ушей проходили. It was only when a meeting I was going to decided to have a 14-week step study that things really began to change. Только в тот момент, когда группа, в которую я ходила, АД, она решила провести 14-недельный значит, семинар по шагам, только тогда я приступила к этому. It required me to have a temporary sponsor, and I also learned about BDA because I had been a business owner since 1994. And those combination of things just skyrocketed my recovery. А на этом семинаре я узнала про то, что мне потребуется временный спонсор, и я узнала про то, что существует такое направление, как BDA, то есть бизнес-должники. А я с 96-го года являюсь владельцем бизнеса, поэтому мне это очень актуально было. И после вот этого семинара я, конечно, на выздоровление влетела. I also started a DA meeting on the island because there wasn't one, and started using the tools of DA. Я также создала группу на нашем острове по АД, вот эта группа АД, и, соответственно, являюсь ее основателем. Мы стали использовать инструменты и само служение в АД. So here's another area to be of service is in giving PRGs. I really love giving PRGs. I used to hate getting them because I felt they would tell me that I couldn't do something, but now I have found they're really there to help me realize my vision, help me with my spending plan, relieve pressure, etc. Еще одна из форм служения в АД – это отдавать группы по облегчению давления, быть наставником на группе по облегчению давления. Я сама
не очень-то хотела их получать, но отдавала с удовольствием. Но сейчас я понимаю, что отдавая и получая их, это помогает мне реализовать мое собственное видение. То есть люди на группе по облегчению давления помогают мне жить мечтой моей жизни, ну, жить жизнью моей мечты, прошу прощения. Then I got a permanent DA sponsor and started to seriously work the steps with the in a very complete way, which also stepped me up to intergroup service. В этот момент после вот этого семинара я обрела постоянного спонсора и стала работать по шагам на постоянной основе, и это послужило тем, что я пошла на уровень служения уже в интергруппу. I became their web guardian, and there was a requirement that you must have a sponsor, but also be willing to be a sponsor. Я пошла туда на служение хранителя веб-сайта, но к тому моменту требование было следующее, что у меня должен был быть свой спонсор, но при этом я должна была быть готова стать спонсором для других. So service on intergroup expanded my service beyond my little group to the whole area, and it expanded my recovery to becoming a sponsor for other people. Значит, служение в интергруппе позволило мне выйти за границы своей маленькой группы и уже влиять на принятие решения во всем регионе. А мне персонально помогло стать самим спонсором самой, а не только получать поддержку от спонсора. 5 минут. So by that time, I had started a second meeting, and I discovered that sponsorship, the meetings had been struggling, and then when we became able to offer sponsorship, those meetings started thriving. Я открыл вторую группу, столкнулся с тем, что количество людей было незначительно, но тогда, когда я уже стал предлагать спонсорство этим группам, они стали процветать. So am I in my last 5 minutes? Or is that about the right timing? No, we are still to go 8 times, yeah? 8 times by 5. So it's... Okay. Okay. So after intergroup, I took some time just to focus locally, but then I had the opportunity to go to New York and attend meetings in this very big city, which propelled me up to world service. Так получилось, что у меня служение также позволило мне поехать служить на уровень города Нью-Йорк. И после Нью-Йорка я уже стала представителем в международном сообществе. И это, конечно, колоссально ускорило мое выздоровление. So it propelled me to become a GSR for my local groups. And in DA, GSR is world service. Да, и таким образом, что когда я стала представителем от групп, так называемым GSR, то я теперь участвовала в жизни всемирного сообщества. It's been an amazing experience to go from my little island to my local area to my country, New York, to the entire world. Был интересный путь развития с моей маленькой группы
потом, значит, на моем острове, потом на моем регионе, потом представлять мою страну в Нью-Йорке и уже потом на всемирный уровень выйти. Now, in doing service, it's also required me to work my personal program with more integrity than ever before. Мое служение, можно сказать, обязало или помогло мне начинать свою собственную программу или двигаться по своему собственному выздоровлению с большей честностью и с большей самореализацией, что ли. То есть это как большим самоконтролем. So not only do I do the basics of keep my numbers, have a spending plan, I sponsor others, but I also have 3 sponsors myself. То есть для того, чтобы сейчас, ну, моя ситуация такая сейчас, что я сама спонсорю, у меня выполнение, значит, инструментов программы в виде ведения плана расходов и доходов. И вот я настолько серьезно сейчас отношусь к программе, что у меня в настоящем дней 3 спонсора. I have a DA sponsor who's been my sponsor for almost 10 years. She and I just recently finished the BDA steps in the new step study manual. С моим основным спонсором, которым я уже 10 лет в АД, мы закончили недавно шаги BDA, шаги бизнес-должников по новому руководству должников, бизнес-должников. I have a UA sponsor who has been my UA sponsor for 9 years, and she and I did the UA steps from that manual twice. Took an entire year each time. Мой спонсор недозарабатывающих, мы с ней дважды прошли по руководству недозарабатывающих, поэтому, в общем-то, вот и 9 лет она является моим спонсором. 5 минут. And right. So how many minutes does that mean now? Because I'm a little unclear of our timing. Дина, это 15 минут, да, сейчас обозначилось? Да, Дин, ты здесь? Тебя не да, слышно. 15 ровно, да. Еще 25 минут осталось, правильно? Все верно, благодарю, да. 25 more minutes left. Okay. I really could have told you a lot more story than I have. I'll probably do that at the end. So I last year, because I do so much service, I got myself a service sponsor. В прошлом году, так как я делаю очень много служений, я обрела своего спонсора по служению, отдельного спонсора, который помогает мне разобраться со всем этим. Service sponsor used to be on the board. She was a trustee on the board many years ago. Мой спонсор по служению был попечителем Совета обслуживания Всемирного Содружества АД какое-то время назад, вот, и он мне помогает. And with my service sponsor, I've worked through the traditions and the concepts, which was very, very helpful. Да, и с моим спонсором по служению мы прошли традиции и концепции АД. And this year now, we're actually working our way through this DA service manual, which I've read before, but doing it a little at a time with my service sponsor, I am learning so many more things about DA that I never before knew. Да, в текущий момент мы с ним проходим, соответственно, руководство по служению АД, так называемый ДАМС. Вот. Я раньше его читала, тем не менее, сейчас, прочитывая
по небольшими кусками вот эту литературу, у нас получается, для меня гораздо больше открывается в этой литературе. So in my service work, in being in integrity, I had to really learn and understand principles before personalities. Да, в своем, значит, выздоровлении и вот в моем служении до меня дошел принцип, значит, того, что принципы идут впереди персональности. То есть сначала принципы, а потом люди. In the beginning, and it was all about how to handle everybody else's very difficult personalities. Вначале мне ставил вопрос о том, как относиться или как работать с теми людьми, у которых сложные отношения или сложные персональности. Ну, то есть имеется в виду такие определенные тонкости характера, как с ними работать. And then it became recognizing all my difficult character defects. Затем пришло осознание, что вообще-то у меня у самой куча, значит, сложных элементов характера, и тут вопрос уже, как их обуздать. Because when you point the finger at someone, you have 3 fingers pointing back at you. Когда он показывает, что вы показываете на кого-то пальцем, вообще-то 3 пальца, которые показывают в обратную сторону, конкретно на меня, на себя. So that's where it really helps to have 3 sponsors, because I have 3 people that I can take my issues to. Мне очень помогает, что у меня есть 3 спонсора, потому что я могу к 3 из них обратиться своими вопросами. Пять минут. 5 So, minutes. great. So, one of the things that I encountered was 20 years ago, I became a certified professional coach. Еще кое-что хотел отметить, что 20 лет тому назад я получила сертификат о том, что я стала сертифицированным коучем. Suddenly, to be clear about the difference between my clients and my sponsees. И в этот момент мне пришлось, в общем-то, разграничить между тем, что у меня есть подспонсоры и моими клиентами. То есть автоматически мои подспонсоры моими клиентами не являются. My clients, I charge $325 to $500 an hour. Моим клиентам я выставляю счета от $325 до $500 в час. My sponsees, I give my time for free. Моим подспонсорам же я предоставляю свое время бесплатно. Now, I still have, I'm not the sponsor that you can phone all the time because I'm a busy lady. So with my sponsees, I talk to them once a week. У меня также есть мои границы с спонсорами моими. Я не тот спонсор, которому можно в любой момент. Я очень занятой человек. Вот, я стараюсь с ними разговаривать раз в неделю в определенное время. I also don't talk about my business or promote my business in the service work that I do or in meetings. Я также стараюсь ограничивать в том, что я говорю о продвижении своего бизнеса или о моем бизнесе, для того, чтобы его продвигать или рекламировать, когда я делаю свое служение.
As a business person, I would love to have the exposure and the contacts that I have doing worldwide service. Как бизнесмен я бы очень хотела иметь возможность продвигать свой бизнес и прокачивать его современным русским языком говоря, пока я нахожусь на всемирном уровне обслуживания. However, that is a violation of the spiritual traditions of our recovery programs. Но это является существенным нарушением традиции, связанной с нашим служением в программе. The match, the gift of recovery is that we are all equally being of service. And our service is free. Магия служения и является тем, что мы все равны в момент и выздоровления, что нет тут главных или профессионалов. If I were to charge, then I am placing myself above or as an expert. Если мне предстояло бы брать денег за служение, то я ставлю себя значительно выше другого человека, то есть нахожусь на уровне выше, чем он. It's bringing in an outside issue of the professional world. И это приносит выздоровление ненужный элемент внешнего действия из внешней среды, профессиональной среды. In recovery, the only expert is higher power. Единственным экспертом в выздоровлении в 12-й программе является высшая сила. And higher power talks through everybody. И высшая сила разговаривает через всех. I will sit on a Zoom call with my sponsees and listen to them, and they are so much more capable than I am. Например, разговаривая с моими подспонсорами, я сталкиваюсь, что я слышу от них конкретно какую-то колоссальную новость о том, что они настолько более глубокие, чем я. And I also participate on these worldwide events, marathons and step studies that we've done, where there are hundreds of volunteers, and there is magic with all of this coming together, and all of it is freely given. Также я участвую в создании всевозможных марафонов и семинаров по прохождению по шагам, вот в частности в АД в прошлом году. И сотни волонтеров служат вместе для того, чтобы эти события случились. 5 минут. Now, how many minutes left now? Yeah, 15 left. 15. I jumped to my point. I had a conversation with my DA sponsor about this recently, because we had someone come to our meeting who had gone to another meeting that told them they had to pay $150 for a beginner's workshop. Я недавно разговаривал со своим спонсором. Мы обсуждали историю, когда некто приходил к нам на группу, предлагая за $150 участие в семинаре по шагам для новичков. And now I can understand
the confusion, because in DA we are recovering debtors and we have issues about money. Я могу понять, значит, сложность восприятия или как, то, что вводит убеждение, так как мы в АД, у нас вопросы с деньгами, сложности с деньгами, и я понимаю вот то, как сказать, вот как раз эту сложность я и понимаю, то есть как участник программы. And as a business owner, I had to recover as an under-earner to start being able to charge appropriately for my services. И как выздоровление с программой бизнес и недозарабатывающих, персонально пришлось пройти очень много выздоровления для того, чтобы брать существенную плату, значимую плату за свои услуги. But even about this, I can feel the energy not feel clean. Но даже проговаривая это, я все равно о том, что взимать деньги за прохождение семинара, чувствую, что энергия от этого, она нечиста. In DA, the real gifts come through freely giving and freely receiving. Выздоровление в АД, по моему опыту, формируется через то, чтобы отдавать и получать бесплатно. I just got off a 30-minute call with my UA sponsor, and my UA sponsor is a lawyer who makes more in a month than I often have in a year. Также я только что разговаривал с своим спонсором из программы АНЗ, и она обычно зарабатывает в месяц больше, чем я могу иногда заработать в год. And I talked about this with my DA sponsor, who is a chemical dependency counselor, who is retired but has a retirement business of owning recovery facilities throughout the state of California. Также, когда мы разговариваем с моим спонсором по АД, у него он вышел на пенсию, или она вышла на пенсию, я полно не знаю. И она являлась с мужем вместе, значит, советником или наставником по химическим зависимостям. И сейчас ее бизнес с мужем после того, как они вышли на пенсию, это, значит, реп-центры с химической зависимостью. And I asked my DA sponsor about this because she's a chemical dependency counselor. And how does she have boundaries with those clients and then with those AA sponsees that she has? И я спросил ее, как же она разграничивает эту ситуацию с тем, что у нее есть клиенты, это химически зависимые, и должники. Well, her clients, she has to be licensed and bonded and registered with the state of California. And she has legal and tax liabilities that she has to be accountable for. Для ее клиентов она должна быть зарегистрирована, лицензирована и иметь связь со штатом Калифорния в ее случае, там, где ее реп-центр расположен. As a sponsor, she has the traditions to adhere to.
Как спонсор ей необходимо быть, значит, ответственной за применение традиций. 5 минут So, 30. Yeah, Спасибо. 10 more minutes. Okay. So this is a spiritual program, and we adhere to the spiritual principles. Это духовная программа, и мы привязаны к духовным принципам в этой программе. I feel like I've talked enough about that, and we got this extra time. Should I just talk about my experience with World Service? Yes, please. Okay. Mhm. So I want to talk more personally about my experience with World Service, and I feel it really does apply to service at every level. У меня времени достаточно, я уже основные моменты, какие хотел рассказать, рассказала по служению. Вот хочу персональным опытом поделиться относительно служения на всемирном уровне. One of the things I found is as I stepped up to increasing service, even as my recovery, my active recovery got better, life would continue to present more intense challenges. Мгм. Мой опыт такой, что чем выше я поднималась, вернее, чем ниже я спускалась по служению, это так как у нас перевернута пирамида, чем международный уровень все ниже и ниже получается. Я сталкивалась с тем, что в моей жизни все больше и больше вызовов стало появляться, чем ниже я спускался по служению. Looking back on it, I realized it was a reminder from higher power to keep practicing all the basics of recovery while operating at higher service. Я столкнулась с тем, что проявление того, что базовых принципов выздоровления, оно становилось все ярче и ярче на более высоких уровнях, ну или на более низких уровнях служения на всемирном уровне. So I had the first year of being a GSR, I had 3 different family members have life-threatening illnesses. Когда я вышел на первый год служения в Всемирном Содружестве, став представителем группы на Всемирке, у меня 3 члена семьи заболели смертельными заболеваниями, проявились у них смертельные заболевания. And the gift of DA is that I was able to handle the difficult things to do with talking to doctors and talking to insurance and handling money matters in ways I never could before. Выздоровлением для меня ВАДЭ позволило, собственно, вести диалог с врачами, со страховщиками, решать вопросы, связанные с деньгами, относительно как раз 3 членов моей семьи. The gift of my original program was I was able to handle the emotional and relationship issues in ways I wouldn't have been able to before. Выздоровление в моей первой программе, основной программе, позволило относиться с чувствами, общаться и поддерживать отношения так, как я раньше никогда бы не смогла сделать. And the gift of my service work was it gave me a focus and a reason that lifted me up out of all these other problems. И оставшийся подарок от служения в АД на мировом уровне
позволило мне, ну, как сказать, получить это выздоровление, получить вот возможность решать эти вопросы на каком-то более высоком уровне. 35 minutes passed. Okay, so we have like, is that 5 minutes left then? 5 minutes and yeah, 5 minutes in. Great, great. So in that first year, I was on the international committee, and myself and one other person started the New Year's marathon. Первый год служения представителем в Международном комитете позволило мне вместе с еще одной сестрой создать такое направление, как международный марафон АД. Он на тот момент проходил на Новый год. That 700 people came that first year, and I don't remember how many volunteers we had. Я уже не помню, сколько участвовало волонтеров, но тем не менее 700 человек пришло тогда на вот этот марафон. And I was also on the Spiritually Sustainable Earning Caucus, and myself and two other people started the Spiritually Sustainable Earning Meetings. Также я в тот момент была на подкомитете Всемирного совета, который занимался устойчивым зарабатыванием, и мы, еще 2 человека, создали группу по устойчивому зарабатыванию в АД. And then last year, Evgeny was on the international committee, and our marathon had 2,250 people come to it. Да, ну на следующий год уже и Евгений был представителем в Международном комитете, и нам удалось увеличить количество посещавших второй марафон до 2250 человек. And we did a whole international step study workshop. И мы совместно сделали международный марафон, международный семинар по шагам. And this year, I see all these things becoming bigger and more expanded than we could have possibly imagined. В этом году я уже чувствую, что все становится еще серьезнее, еще больше. И это за пределами того, что я когда бы то ни было могла себе представить. So service work has taken me beyond my personal experiences, but also beyond my professional experiences, and has educated me how to be more out in the world. Мое служение позволило мне вырасти колоссально за периметр даже моей бизнес-жизни или моего конкретно выздоровления, и дало мне очень существенный эффект. 1 minute is left. Okay. So where my focus now is very much on the 11th and 12th steps, which is doing God's will for me and the power to carry that out and carrying that message to the still suffering debtor. В настоящий момент я сфокусирован на 2 шагах, 11 и 12, и я несу весть должнику, который все еще страдает. Спасибо. Джоан, благодарю тебя за спикерскую. Друзья, добро пожаловать задавать вопросы. У кого есть вопросы, ставьте 3 единички в чат. Если нет возможности задать вопрос голосом, можно вопрос написать в чат. Благодарю. Евгений, твой микрофон. Да, я благодарю Джоан за то, что она смогла прийти сегодня, и хотел бы задать вопрос, связанный с одной ситуацией, которая дошла до меня как информация, что одна из наших наставников в группе «Год»
берет с наставляемых денежки для того, чтобы значит, оказывать платную услугу по доведению формата значит, таблиц, в котором мы ведемся, за деньги. Вот, как она, Джоан, к этому относится? John, thank you very much for your share. That was amazing. Thank you for coming. I have a question regarding that on our PRG groups, we have information that one of our mentors, not mentors, they are kind of people who are helping on PRG for a supplement data, start charging money for access service of providing tables by which we fill in to make it to a standard, say. What's your opinion towards that? So, so they're not charging for their service of giving a PRG, No. but they're charging for making like the spreadsheet afterwards. Correct. So that, yeah, that's confusing for me in that, you know, our services should be free. If someone has a professional business doing that, it still feels like it's violating a tradition. It's an outside issue. And I also think, well, you know, our spreadsheets don't have to be perfect. They're not like a resume, you know. Да, мой ответ такой. Значит, во-первых, она спросила, Джоан спросила относительно того, что просит ли наставник группы ГО деньги за то, чтобы проводить эту группу. Нет, я ответил, что нет. По моей информации нет. Вот. Тем не менее, за подготовку таблиц по итогам вот этой группы или в процессе этой группы она видит конфликт интересов, связанный с тем, что если профессионально этим вопросом заниматься, то все равно получается, что наставник таким образом привязывает к себе клиента, и это нарушение значит, бизнес-этики, но и традиции 12-шаговой программы. Вот это она видит. То есть в этом есть определенное замешательство с ее точки зрения. Thank you for answering. Дина, можно продолжать? Благодарю. Следующие 3 единички. Оксана, добро пожаловать. Твой вопрос. Оксана Должница, благодарна за спикерское. Единственное, да, может быть, что-то фонитка, буду слышать голос. Столько вопросов в голове, сейчас попытаюсь сформулировать. Не совсем было понятно, что Джоан имела в виду, когда говорила, чем ниже я опускалась по служению, то есть ниже как бы имелось в виду статусное служение, да, то я там, грубо говоря, там как этот хранитель времени, да, или я там во Всемирной обслуживающей организации, то есть что имелось в виду, чем ниже? Или имелось в виду, что чем меньше служения у нее, тем больше как бы возникало проблем, да, там в жизни, вот она говорит, и 3 близких заболели, вот, хотелось бы вот пояснение услышать. Еще хотелось тоже услышать такое мнение. Есть недопонимание. Я слышала, что то, что мы получаем бесплатно, мы не можем отдавать за деньги. И так же, как вот многие уходят в практику, там, работая с химически зависимыми, да, там, то есть прошли шаги, да, и знания как бы, ну, за это берут деньги, да, там, работая в реп-центрах. Вот как это разделять? Где вот эта грань? Что я действительно могу отдавать, да, а за что я действительно могу брать деньги? Вот у меня до сих пор есть такие вопросы, недопонимания из моих наблюдений. То есть то, что, ну, получается, она коуч, и она вот эти, как бы, знания из программы продает за деньги. Я правильно поняла вот специфику ее работы, бизнеса? Спасибо.
Нет, она не продает деньги, знания, которые получает в программе. Она не привлекает. Ну, давайте сейчас вопросы тогда. 3 вопроса, да, это у тебя, Оксана? Давай начну с первого. То есть это, правильно я понимаю, что ты задала вопрос про пирамиду служения, что означает, когда спускаться ниже, что эффект от общения, ну, вернее, от ее служения на международном уровне привел к тому, что, ну, как совпало с тем, что у нее 3 ее близких заболели. Правильно я понял вопрос? Да, я не совсем поняла про пирамиду служения, да, что значит чем ниже? Вот именно это статусность какого-то служения или просто вот, да, что вот это про, да, пояснить, что это? Я первый раз это слышу, понимание. Да, я тебе расскажу сейчас, почему я переводил его как ниже, потому что она писала как выше служение. Вот, она говорила, вернее. Дело в том, что наша пирамида служения, она имеет перевернутый статус. То есть у нас вверху пирамиды находится новичок. Я сейчас ее попрошу отдельно про это говорить. То есть она в совете, чем ближе к совету служение происходило, тем ниже, значит, потому что совет обслуживает группы, а не является руководителем. Я сейчас попрошу ее на это как-то прокомментировать, ладно? Да, спасибо, Жень. Joan, there is 3 questions from Oksana, and number 1 is regarding the upside down triangle service. So when you are sharing about the higher service level, I translated them as being that it's lower level of service. Right. That's why she's a bit confused about regarding this sort of situation, and also she didn't understand clearly about how service level which you served on really affected the health of your relatives, and 3 relatives being very ill for this. So the concept of the upside down triangle is actually the board works for us. So the power in the voice of the fellowship is in all the individuals and all the meetings. Концепт перевернутого треугольника служения в 12-й шаговой программе выглядит следующим образом. Совет обслуживания находится внизу треугольника, то есть он обслуживает группы и новичков, которые находятся в самом верху. I was describing how it felt to me as I stepped up to increased service. So it expanded my recovery from just me and my group in my area, and then my area in the world. Я, когда рассказывала про свое служение, я рассказывала о том, что увеличение служения, в том числе и на международном уровне, позволило мне, значит, получить доступ от моей группы до региона и потом до всемирного уровня. Вот это как бы вот у меня получился вот такой опыт более глубинный выздоровления. When I am being of service and I am working on these events, the intention is to bring recovery to everyone in the world. So it's not about me, it's about bringing the message to everyone. То есть, когда я служу на международных событиях, например, на марафоне, задача донести весть и помочь выздоравливать всем в мире. И тут уже не только речь, не только персонально обо мне. When I was planning the first step study, there were somebody had died, somebody had gotten cancer, and I was so underwater that I committed to working on the step study whenever I could come up for air.
когда случилось так, что в персональной моей жизни кто-то умер, кто-то заболел раком. Вот, и я была настолько, в общем-то, поглощена вот этими вопросами, что я буду заниматься вопросами, связанными с проведением вот этого семинара по шагам, только когда смогу на это потратить какое-то время и выйти, так сказать, за периметром вот этого ошеломления, которое у меня было. Which proves that these events aren't things that I personally have made happen, but higher power has made happen because those step studies have been around the world with people helping, people volunteering, and people benefiting from countries all over the world. И когда я поняла, что, собственно, вот эти вот события, которые там международный марафон или всемирный вот этот марафон по шагам позволил очень большому количеству людей из разных стран, из разных регионов и разных абсолютно людей объединить и привести в сообщество, то... And to answer the question about how recovery has helped me with my ill relatives, DA has made me unafraid of being clear with numbers, reading contracts. BDA has helped me with reading contracts, being able to call, being able to call for help, whether it's the billing company, the insurance agent, or the oncologist, the doctor. А что мне помогло, в чем мне помогло, да? Это, во-первых, то, что я перестал бояться ясности финансов. Вот это очень важный момент. Читать контракты, вот как из инструментов BDA, и вести переговоры. Это очень помогло мне с вопросами, связанными с моими больными родственниками. I'm trying to think if there's anything more about that specifically. I think that's the essence. Is there other questions? Yeah, there is one more question from Оксана. Оксан, третий вопрос задай, пожалуйста, потому что мы на два твоих ответили. Сложно сформулировать. Ну, касаемо вот программы, да, что мы получаем бесплатно, да, и вот то, что мы отдаем, вот это вот разделение, да, где я спонсор, и я даю это бесплатно, и где я все-таки профессионал, и я за это беру деньги. Вот я слышала, что это как бы противоречит традициям, да, сейчас, может быть, четко не сформулирую, там, какой именно, но вот я слышала, что это, ну, некое противоречие. Вот Как она нету какой-то разрешает, да, как она разрешает это противоречие? Ее опыт, да? Ну вот, может быть, в ее понимании этого и нет. Вот хотелось бы, да, как-то прокомментировать вот этот вот момент. Это имеет место быть, что мы отдаем за деньги, продаем свой продукт какой-то там, услугу. Ну, то есть, да, вот как-то пояснить вот это. Да, я попрошу ее опыта тогда в этом вопросе, просто она действительно профессиональный коуч, и еще она там спонсор. Джоан, there is a request for your experience from Oksana regarding you being a sponsor and receiving and giving for free, and you being a professional coach and having your own clients. How you separate it personally, how it works with you. With my sponsees, we study the steps and the traditions and the concepts, and I keep the focus on their experience with the DA program. А с моими подспонсорами мы изучаем шаги, традиции и концепции АД. И я фокусирую свой опыт и их опыт на прохождении конкретно и работу в программе АД. With my clients,
I have a spiritual business, but our focus is on their personal transformation with techniques that I have developed over 30 plus years. And I have a contract that I sign with them that's both financial and personal guidelines that I keep to. С моими же клиентами мы занимаемся их персональной трансформацией, вот их персональным ростом. Я заключаю с ними контракт, и в котором оговорено, что, соответственно, за что я получаю деньги свои, и также мои границы, связанные с функционированием этого контракта. Ответил на вопрос, Оксана. Я услышала ответ. Спасибо. You've been heard, Joan. I also find my clients outside of these rooms. Да, и также я ищу своих клиентов за периметром группы D. And God gives you, isn't the case? Are they heard? What? Yeah, I'm saying that God provides you with your clients outside DA. Yeah, yeah. Ну, и Бог дает ей клиентов за периметром группы D. Джоан, благодарю тебя за опыт. Евгений за перевод. Следующий вопрос. Нина, твои 3 единички. Добро пожаловать. Да, всем привет. Жень, как лучше? Я могу задать вопрос и перевести, или лучше ты переведешь? Смотри, ты можешь задать и перевести сама, да. Но сначала переведи тогда вопрос, а потом на русском, а потом, соответственно, на английском. Nina will ask you, John, question in English herself and translate yourself as well. Thank you. Да, я хочу спросить, Джоан, first I will ask, I will translate in Russian and then into English. Я хочу спросить по поводу того ощущения фрустрации, которое возникает вот после почти 2 лет в программе, когда острые девятки были решены в момент прохождения шагов, и вроде бы служу, и сейчас вот как будто вторая волна этих девяток, и такое ощущение, что программа не работает. И, может быть, у меня было одно предположение, которое мы обсудили со спонсором, это поменять группу год. Но вот хочу узнать еще мнение Джоан. Joan, thanks so much for your inspirational lead. And my question is, I'm almost 2 years in the program. I went through steps in BDA, and sorry for camera. I'm sick, so it's better to be like that. After going through steps, when the toughest 9 step was done to my creditors, and the kind of relief I've got after almost 2 years in the program, the kind of a second wave is coming. And all the creditors end of the year soundedly remembered about me, and there is a frustration that the program is not working with me, and suddenly, and there is one solution that we discussed with my sponsor, maybe to change my PRG group and to see what I can do with my debt repayment schedule. But what is your experience? What to do when seems like the program suddenly don't work for you? What to change? What to do? What to add? I do a lot of service, but maybe not on a worldwide level. But please share your opinion. So I understand it, and it is interesting. My sponsor tells me that the miracles the promises start coming true after doing step 9. Mm-hmm. And so after step 9 is step 10, where you continue to take personal inventory, and when you're wrong, promptly admitted it. So for me, it's like a continuous, like step 9. And then 11 is when you're
sought through prayer and meditation to do higher power as well. So it's like continuing to grow. But I too have had these experiences where suddenly I feel knocked back to step one again. Yeah. Like, what is this? I've been working so hard. And the thing I noticed, this was really strong in my first recovery program, is about every 2 years, something would happen. And it would be like the house I was building of recovery would lose its scaffolding. And I would fall back into the basement. Mm-hmm. And so that showed, higher power is essentially showing me where my foundation wasn't strong. And as I went through the years, things would happen and I wouldn't fall back into the basement. I'd fall to the first floor. I'd fall to the second floor. So it would show me that I had been building a foundation. The other part of that is that as I go through recovery, I will encounter these times where I feel like I'm in the basement because the mess looks exactly the same, but I'm actually remodeling my house and I've gone up to the next floor. So downstairs, I got rid of the wallpaper from the previous tenants and I have, cleaned out the rats. But now I'm on the next floor. It's like, oh, look at that damn wallpaper and rats. Well, I'm at a different level of my recovery. So sometimes that's just a matter of getting a new PRG group, adding more meetings to my schedule, working the steps again, or starting to work the traditions or something like that. But sometimes it's taking on a whole new program. If it's really showing me something like, I got a whole new problem I'm avoiding. So so I hope that helps you, because like I've now been in recovery almost 33 years, 33 years, I think it is January. Yeah. So it helps me to understand that it's progress and not perfection, because Bill W. in the old days, perfection meant that you stopped growing. You reached this pinnacle of perfection, but really it's progress and not the ultimate. There's always something to grow. Thank you so much. Yes, it does feel like I'm not in the basement yet, but kind of the growth is not that fast speeding as it was in the beginning. Maybe it was the contrast. Thank you so much. And it seems like 2 years is like a spiritual cycle to me as well. So that you're in kind of that realm of expansion. Yeah. It seems like so. I didn't hear about the 2 years cycle. Thank you so much. Не, про оставшихся 16 человек не забываем. Да, я хотела спросить, перевести мне или нет? Да, Джоан ответила, что каждый раз, I will translate this into Russian. Джоан ответила, что есть такое понятие, как двухгодичный цикл в духовных программах, когда каждые 2 года какой-то трындец случается, и, соответственно, как будто заново надо начинать, но это на самом деле не заново. Если это провести аналогию с многоэтажным домом, то начинала я, например, там с подвала, да, там все расчистила, а через 2 года я уже, когда как бы кажется, да, что спустилась на этаж ниже, то это уже не подвал, а, допустим, 1-й этаж. То есть и мой рост такой, что каждый раз я опускаюсь не в подвал, а там на 1-й этаж, на 2-й этаж. Просто рост не такой большой, и это, конечно... А после 9-го шага идет 10-й, где я продолжаю вот это, да, свой рост, и главное не стремиться к совершенству, а стремиться к прогрессу. Вот, спасибо большое. Thank you so much, John. Дополню еще то, что Нина не коснулась, там, о том, что, по мнению Джоан, сбывается обещание после 9-го шага, после первых 9-х. Ее опыт такой, что
Плюс она говорит, что вот про этот двухлетний цикл, про который Нина и Джоан обсуждали, он, собственно, вот появляется с завидной регулярностью каждые 2 года. Вот в ее персонально за 33 года выздоровления в разных странах она увидела следующее, что бывает такое, что в процессе выясняется, что, может быть, надо перепройти шаги, может быть, поменять группу год, а может быть, вообще в новую программу уйти. Такое тоже бывает, и поэтому вот она сталкивается с тем, что это возможность задать себе вопросы относительно дальнейшего выздоровления и усилить его. Не правильно ведь все прям? Да, спасибо, что дополнил. Джоан, Дина? благодарю тебя. И благодарю Нину и Евгению за перевод. Друзья, если есть еще вопросы, пожалуйста, обозначьтесь в чате через 3 единички, либо напишите. Если вопросов не будет, то время нашего собрания уже подходит к концу, мы будем завершать. Благодарю. Если вопросы есть, добро пожаловать. We are waiting for 10 seconds for extra questions. If not, then we finish in the meeting and allow the fellowship for the rest. Дин, давай завершать тогда.